Мифы о людях-ящерицах. Они обладают человеческими конечностями. Статуи, изображающие странных существ. Черты их лиц очень похожи на рептилии. И пещеры, в которых якобы жили боги-змеи. Сообщений об ящероподобных существах, живущих на Земле, слишком много, чтобы отметать их. С давних времен замечают полулюдей, полурептилий. Что, если это правда? И если это так, могут ли они быть пришельцами? Это может подтверждать версию о вторжении рептилоидов на планету Земля. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? Если так, нет ли связи между нами и странными существами-рептилоидами? Бишопвиль, штат Южная Каролина, июнь 88-го года, 2 часа ночи. 17-летний Кристофер Дэвис остановился в пустыне недалеко от болота, чтобы поменять спущенное колесо на своем автомобиле. Когда он закончил, то услышал какой-то шум и увидел, что к нему бежит нечто высотой более 2 метров со светящимися красным цветом в темноте глазами. Дэвис вскочил в автомобиль, но существо прыгнуло на его крышу. Виляя по дороге, чтобы сбросить его, он заметил 3 зеленых пальца. В итоге монстр свалился, а Дэвис умчался. Он вернулся домой и был так напуган, что родители позвонили в полицейский участок. Местный шериф Лейстон Трусдейл после разговора с подростком назначил ему проверку на полиграфе, и тот прошел ее. Кристофер Дэвис рассказал, что видел человека-ящерицу. Интересно, что полиция крайне серьезно восприняла это заявление. Хотя этот случай является самым печально известным, он был далеко не единственным. Другие тоже видели человека-ящерицу до и после Дэвиса. Весной 88-го года Фрэнк Митчелл заявил, что перед его вылетом на авиаопылителе по взлетной полосе пробежал человек-ящерица. Спустя 2 года, в 90-м, Берта Близерс и ее 5 детей уверяли, что видели человека-ящерицу, проезжая возле того же озера. Было ли совпадением то, что 3 разных людей в разное время видели человека-ящерицу в одном месте? Может, существует неизвестный науке вид, который показывается людям? Кроме того, людей-ящериц замечали в штатах Теннесси, Иллинойс, а также в Австрии. Сведений о подобных существах стало так много, что они стали известны под сборным наименованием рептилоиды. Могут ли они быть не только продуктом воображения? В качестве доказательства указывают на мифы о богах-змеях по всему миру. В Южной Африке Кецалькоатля и Кукулкана изображали богами-змеями. А в Японии и Китае были императоры-драконы и боги-драконы. Возможно, в прошлом люди общались с забытой змееподобной расой рептилоидов. Мифы о богах-змеях встречаются повсеместно на каждом континенте, почти в каждой древней культуре. Они есть, например, и в Индии, и в Греции, и в Англии, и в Южной и Северной Америке, и в Африке. В любом месте мира говорили о змееподобных существах, которые спускались с небес. Я думаю, что это не вымысел. И уж, конечно, это не случайность.
Не только в мифах, передававшихся из уст в уста, но и в ранних письменных памятниках упоминаются змееподобные создания. В Библии раса рептилоидов серафимов упоминается в книге пророка Исаии. Иногда их имя неправильно истолковывают как «пламенные», так что рептилоиды были всегда, как хорошие, так и плохие. В религиозных текстах говорится о ящероподобных существах, чье существование тесно связано с историей человечества. Например, в книге «Бытия» змей искусил Еву, первую женщину, попробовать запретный плод с древа познания в райском саду. После грехопадения Бог изгнал Адама и Еву из Эдема, а змей был обречен ползать по земле в наказание за неповиновение воле Господней. В древних сказаниях до этого события змей обладал вполне человеческими свойствами. Он был лишь одним представителем целой расы ящероподобных существ, служивших Богу. Если посмотреть на их описание, они очень похожи на современные сообщения о рептилоидах, существах с лицами или видом змей. Но если змей из райского сада был ящероподобным пришельцем, существовали ли подобные сказания в других культурах? В Коране упоминаются джинны. Они появились еще до людей, были особым видом, подобно ангелам. Однажды их предводитель Иблис повздорил с Богом и поднял мятеж против него, за что был проклят, подобно змею-искусителю из Эдема, и был вынужден вечно присмыкаться на земле среди людей. В Средиземноморье и на Ближнем Востоке змеи, ящерицы и других рептилий наделяют сверхъестественными или магическими способностями и иногда даже считают олицетворениями душ предков. Поэтому их убийство в доме считается плохой приметой, потому что это может быть джинн или другое потустороннее существо. Джинн. Кукулькан. Змей-искуситель из райского сада. Были ли мифы о влиянии змееподобных внеземных существ на историю человечества правдой? Если они жили с людьми тысячи лет, то откуда взялись? Прилетают ли они с другой планеты? Или обитают прямо под нашими ногами? Лос-Анджелес, штат Калифорния, январь 1934 года. В газете «Лос-Анджелес Таймс» вышла статья «Охота на людей-ящериц в катакомбах», посвященная попытке горного инженера Уоррена Шуфилта найти сеть тоннелей под улицами в центральной части города. Он изобрел эхолокатор для определения полостей под землей с целью золотодобычи. С помощью этого прибора он смог составить карту подземных тоннелей. На ней он указал 16 залежей золота. Реализация плана была ускорена им после встречи с врачом из племени Хоппи, который поведал ему мифы о людях-ящерицах и их подземных городах. Индеец из штата Аризона рассказал, что согласно этим поверьям, на Тихоокеанском побережье США находилось 3 подземных города. 5000 лет назад люди-ящерицы спустились под землю из-за метеоритного дождя. Они вырыли целые сети тоннелей, одна из которых была как раз под Лос-Анджелесом. Для расселения тысяч семей ими были использованы продвинутые технологии для создания широких пещер. В
частности, загадочное вещество, которое с легкостью просверливало породу. Заинтересованные вопросом находки в тоннелях золота власти дали Шуфельту разрешение на строительство шахты глубиной 25 метров, при условии, что получат половину найденных драгоценностей в случае успеха. Он был успешным горным инженером, и поэтому пресса активно освещала процесс. Он полностью завладел вниманием публики. После месяца тщетных раскопок у команды Уоррена Шуфельта закончились деньги, и работа была прекращена. Но интерес к ней до сих пор не утих. Возможно, мифы о расе, живущей под землей в туннелях и пещерах, описывают ящероподобных пришельцев, которые захватили нашу планету и живут прямо под нашими ногами. Это кажется невероятным, но многое говорит именно об этом. Что если передовая раса людей-ящериц однажды жила на западе США? Поразительно, но такой же миф существует на другом конце света. В Варанаси, Индия. Здесь находится колодец Шеши, который, согласно индийскому мифу, является входом в подземный город нагов, змей-подобных полубогов, полулюдей в восточных культурах. В священном городе Варанаси колодец Шеши служит порталом для входа в Паталу, где живут наги. Это место является очень могущественным и загадочным, а также опасным. И только святые могли попасть туда. Патала — это один из низших миров в индуистской мифологии. Его населяют рептилоиды-наги. Эти полубоги спустились с небес на землю, чтобы дать людям знания. Они добрые, в отличие от иудейско-христианской традиции. Отмечают, что мифы о нагах очень похожи на мифы индейцев племени Хопи о людях-ящерицах, живущих под землей. При сравнении змееподобных нагов с рептилоидами из мифов племени Хопи видно, что и тех, и других в одно время почитали, а в другое презирали как созданий, прямо повлиявших на человечество. Являются ли очень похожие мифы о передовых рептилоидах из подземелья на разных краях мира всего лишь совпадением? Что если это они иногда попадаются нам на глаза? Возможно, ответы содержатся в артефактах, найденных в колыбели цивилизации. Южный Ирак, 1923 год. Британский археолог сэр Леонард Вулли обнаружил остатки одной из самых древних сельскохозяйственных общин убейдского периода, 6-го тысячелетия до нашей эры. Среди них были необычные глиняные предметы. Помимо поселений и орудий труда были найдены странные глиняные фигуры, которые не полностью соответствуют изображениям человека. Черты их лиц очень похожи на рептилий. Может, шумеры изображали расу, которая жила рядом с ними в те времена? Ученые разделились во мнениях относительно интерпретации статуй, посчитав их шумерскими божествами. У этих глиняных фигур большие глаза и вытянутый череп, и они очень похожи на ящероподобных пришельцев. Они кормят детей грудью и занимаются другими повседневными вещами, с которыми не ассоциируются боги. Возможно, люди жили бок о бок с инопланетными рептилоидами. Изображения ящероподобных млекопитающих, в частности, кормящих детей, не встречаются на иконах нигде в мире. Возможно, рептилоиды тесно общались с людьми. Но кем они были? Судя по всему, они появлялись не 1000 лет, но
Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответ нужно искать в далекой древности. Оттава, провинция Онтарио, 82 год. В Государственном музее Канады исследователь ископаемых позвоночных Дейл Рассел на основе тенденции к увеличению размера мозга и вертикальной осанки динозавров предположил, как один род мог эволюционировать, если бы пережил массовое вымирание 65 миллионов лет назад. Он проанализировал морфологические изменения скелета троодона и определил, как он мог развиваться дальше. Интереснее всего то, что полученная модель оказалась похожей на рептилоидов, о которых сообщают с давних пор. Я считаю, что это одно из самых убедительных научных подтверждений возможности их существования. Если бы динозавры не вымерли, по его мнению, они бы стали прямоходящими динозавроидами, то есть полулюдьми, полурептилиями или рептоидами ростом около 1,5 метров и весом до 40 килограммов с довольно развитым мозгом. Но так ли все происходило? Что если некоторые динозавры не вымерли 65 миллионов лет назад, и с течением времени некоторые из них в процессе естественного отбора стали мельче, разумнее, адаптированнее и похожими на гуманоидов? Рептилоиды не обязательно являются пришельцами. Вполне возможно, на самом деле, они являются нашими предками, появившись много миллионов лет назад. Так могут ли рептилоиды быть потомками динозавров, когда-то живших на Земле? Наше представление о динозаврах со временем меняется. Открытие происходит каждый год, и за последние 20-30 лет мы узнали много нового. Важнее всего, что теперь общепринятым фактом является то, что динозавры не вымерли. Они эволюционировали в птиц и до сих пор живут рядом с нами. Известно, что не все динозавры погибли. Некоторые выжили и стали птицами, причем теплокровными, хотя считается, что динозавры были рептилиями, то есть хладнокровными. Сейчас птиц сложно отнести к семейству динозавров, и поэтому другие тоже могли выжить. Возможно, они развивались одновременно с людьми в скрытых тоннелях и пещерах, являясь вовсе не пришельцами с другой планеты, а нашими земными соседями. Палеонтологи обычно утверждают, что динозавры полностью вымерли 65 миллионов лет назад. Но я полагаю, что они вполне могли найти свою экологическую нишу и дожить до наших времен. Отмечу, что многие похищенные инопланетянами рассказывают о греях и высоких гуманоидах, но некоторые описывают рептоидов. Возможно, на другой планете они эволюционировали из динозавров. Наша Земля настолько богата ресурсами и благоприятна для жизни, что могла стать отличным вариантом для древних пришельцев, которые хотели основать колонию или использовать ее территорию в качестве площадки для генетических экспериментов по созданию новых видов. Возможно, они изменили ДНК динозавров. И, возможно, таким образом передовая раса инопланетян с помощью генетических мутаций могла повлиять на эволюцию динозавров в пользу млекопитающих. Я представляю это вполне возможным. Могли ли звездные путешественники изменить ДНК рептилий или млекопитающих на Земле, как утверждают сторонники теории палеоконтакта?
что если один из их экспериментов привел к появлению ящероподобного вида, который обитает в настоящее время преимущественно под землей? Вполне возможно, что рептилоиды повлияли на историю человечества. Мы немногое знаем о динозаврах, а они существовали миллионы лет. Современные свидетельства о людях-ящерицах и мифы о богах-змеях могут описывать генетические вариации динозавров, которые эволюционировали на нашей планете. Если пришельцы поспособствовали развитию как рептилий, так и людей, не могли ли их гены смешаться? Возможно, ответ находится в нас самих. Пенджаб, Индия, 2001 год. Мальчик по имени Баладжи родился со странной аномалией – 17-сантиметровым хвостом. Люди посчитали это знаком божественности и стали предлагать ему молитвы, деньги и подарки в надежде на исполнение своих желаний. Он был нормальным во всем, кроме змей-подобного отростка в нижней части спины, а обожествляли его из-за древних мифов о существах с такими хвостами. Мальчика восприняли как реинкарнацию одного из богов. С XIX века в медицинских журналах было зафиксировано более 100 случаев рождения людей с хвостами. Он в самом начале есть у каждого зародыша, но поглощается растущим плодом к 9-й неделе беременности. Сходства в этапах развития эмбрионов разных животных найдены уже давно. Дарвин заметил, что у близких видов эмбрионы вначале выглядят почти одинаково, и только позже начинают проявляться уникальные особенности того или иного вида. У человеческих зародышей есть хвост, как и у других позвоночных, но только на очень ранней стадии. У людей и рептилий общие предки. Более 300 миллионов лет назад одна группа животных пошла по пути эволюции в рептилий и птиц, а другая, среди прочего, в млекопитающих. Это разделение началось примерно 250 миллионов лет назад. Раньше мы считали, что рептилии являлись самыми близкими родственниками динозавров, но теперь известно, что это не так. Например, тираннозавры — это предки современных птиц. Если посмотреть на эволюцию животных, некоторые млекопитающие были раньше очень похожи на рептилий, в частности, выглядели как маленькие пушистые ящерицы. Помимо людей с хвостами, другие генетические аномалии тоже могут указывать на общее прошлое с рептилиями. При ихтиозе кожа покрыта чешуей, а при синдактилии и эктродактилии сросшиеся человеческие пальцы похожи на клешни. Даже в Библии говорится, что до Ноя у людей были перепонки между пальцами. До него все люди рождались с перепонками между пальцев, как и у рептилий. А Ной первым родился без них. И подобное событие было предзнаменованием важных перемен. Преобладали ли когда-то у людей черты рептилий? Во многих культурах происхождение от рептилий ассоциируется с властью. По легенде, Александр Великий был зачат драконом. Основатели первого императора Японии Цзимму считали правнуком бога-дракона. В Древнем Китае императоров изображали с чертами драконов. Могли ли эти правители действительно происходить от рептилий? Существовало поверье, что королевская кровь отличалась неким образом и была дарована некоторым людям древними рептилоидами.
Почему на протяжении истории человечества некоторые династии заявляли, что их кровь была настолько превосходящей, что это давало им право на управление другими? Почему китайские императоры утверждали, что были потомками богов-змей, и поэтому руководили остальными? Почему правители Мидии, ныне Ирана, называли себя представителями династии драконов? Почему этот сюжет все время повторялся? Могли ли истории о крови рептилий в правителях быть правдой? Если это так, не произошли ли люди от рептилоидов? Возможно, доказательство скрывается в нашем мозге. Январь 1977 года. Карл Саган опубликовал книгу «Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого мозга», получившего Пулитцеровскую премию. В ней ученый исследовал теорию нейробиолога Пола Маклина, который связал части человеческого мозга с разными эпохами в истории. Пол Маклин предположил, что человеческий мозг можно разделить на 3 части. Одну он именовал рептильным мозгом, другую — средним мозгом, впоследствии названным лимбической системой, а третью — неокортексом. Он связал все эти части триединого мозга с эволюцией человека, и он предположил, что рептильный мозг был самым древним и говорил о нашем происхождении от рептилий. Рептильный мозг или базальное ядро Маклин связал с агрессивностью или территориальностью, тем, что обычно наблюдается у рептилий. Если бы человеческий мозг состоял только из него, людьми управляли бы инстинкты. При голоде они бы крали пищу, при половом влечении они бы насиловали. Карл Саган предположил, что нужно обратить особое внимание на рептильный мозг, потому что в нем формируется агрессивное поведение, особенно во время современных войн и конфликтов. Именно поэтому правительство апеллирует к нашим страхам и прочим примитивным побуждающим факторам. Но могли ли рептильный мозг и редкие аномалии в виде людей, рожденных с хвостами, чешуйчатой кожей и сросшимися пальцами, быть результатом вовсе не нашего происхождения от доисторических рептилий? Может, рептилоиды действительно существовали, и наша генетика похожа? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответ находится в религиозных текстах, описывающих ящероподобных существ. Наг-Хаммади, Египет, декабрь 1945 года. Фермер нашел в запечатанном глиняном кувшине 13 папирусов в кожаном переплете. Составившие так называемую библиотеку Наг-Хаммади тексты были написаны в жанре гностического христианства в первые века после Рождества Христова. Они содержали как Евангелие от Фомы и Филиппа, так и прежде неизвестные, а также поэмы и инструкции мистических обрядов и описания происхождения мира. Они пролили много света на религиозные вопросы, библейские тексты и историю Библии. А еще в них говорилось о загадочной расе архонов. О них ничего не известно. Но по описаниям они очень похожи на рептилоидов.
Поэтому некоторые предполагают, что это одно и то же. Их движения были очень машинными, вследствие чего они были предсказуемыми. Это также отмечается у рептилий, поскольку, в отличие от людей, они не выражают эмоции и обладают роботоподобным менталитетом. Если рептильный мозг считается ответственным за агрессивные рефлексы, могли ли истории об архонах на самом деле описывать рептилоидов? Может, эти свойства рептилий в человеке являются результатом инопланетного вмешательства? Люди зацикливаются на библейском Эдеме. Позвольте, но подобный сюжет присутствует повсеместно. Хотя считается, что он описывает создание первых людей, Адама и Еву, я пришел к выводу, что говорится о том моменте, когда геном человека был изменен инопланетянами. И с того времени люди стали гибридами внеземных архонов, которых символизировал, в частности, Змей-Искуситель. Можно предположить, что Еву в райском саду соблазнял именно рептилоид. Это место само по себе могло быть не иначе, как генетической лабораторией, в которой пришельцы создали нас. Это звучит как безумие. Я понимаю это, но в совокупности с другими доказательствами вполне можно прийти к точно такому же заключению. Являемся ли мы результатом генетических экспериментов инопланетных существ? Были ли наши предки гибридами рептилий и людей? Сторонники теории палеоконтакта верят, что рептилоиды не только существовали на нашей планете десятки тысяч лет назад, но и живут среди нас до сих пор. Юджин, штат Орегон, 82 год. Уэс Пенри проснулся ночью парализованным от ледяного холода и увидел в своей спальне жутких монстров. Огромных, зеленых, безволосых и со светящимися красным цветом в темноте глазами. Он был в ужасе, пока они не исчезли. Стали появляться сообщения о контактах не с маленькими Греями или нордическими блондинками, как в 50-х, а с рептилоидами, то есть гуманоидами, обладавшими внешним сходством с рептилиями. Некоторые случаи, над которыми я работал, были весьма правдоподобными. Часто люди просыпались ночью и не могли двигаться, когда видели двухметровых рептилоидов над собой. Все люди испытывали благоговейный ужас. Скорее всего, они предположили, что рептилоиды были настроены враждебно. Хотя, возможно, они просто выглядят пугающе, но не обязательно являются такими. Доказывают ли сообщения о встречах с ящероподобными существами наше происхождение от них? И если так, что им нужно? Я полагаю, что все очень просто. Совершенно ясно, что они готовят вторжение на планету Земля. Уже тысячи лет они живут среди людей, приняв наш облик и сосредоточив рычаги власти в своих руках, с тем, чтобы управлять всеми нами из своего командного центра. Возможно, рептилоиды когда-то сражались с другой инопланетной расой.
И та загнала их под землю, подальше от нас, выиграв сражение за нашу планету. Рептилоиды кажутся враждебно настроенными, но можно предположить, что мы для них как скот. Они не хотят нас уничтожать, потому что мы каким-то образом необходимы им. Мы можем быть необходимы им, скажем, как корова нужна фермеру. Я не верю, что мы являемся игрушками рептилоидов. Мы не рабы, а свободные люди. Мы вольны делать то, что хотим. Слишком просто сказать, что мы живем на Земле, так как являемся чьим-то стадом. Я не согласен с такой точкой зрения. Людей и рептоидов объединяет общее прошлое. Несмотря на разную внешность, мы делим одну планету. Это намного важнее. Думаю, будет здорово познакомиться с пришельцами, поскольку в этом есть преимущество. Были ли рептилоиды созданы пришельцами? Возможно, они собираются уничтожить нас. А может, в будущем они окажутся нашими генными братьями и создадут новую расу людей-рептилоидов. Кто знает?